Всем привет, мои дорогие зрители, с вами Кира Котова, и сегодня поговорим о ревности Хюррем и о изменах Сулеймана. Почему он изменял своей любимой Хюррем? Почему сама Хюррем не могла понять, что султан должен иметь гарем? Давайте попробуем во всем разобраться. Начнем с того, что речь сейчас пойдет о сериале. Если вас интересует только история, то вам плейлист истории и историк. Сулейман по-настоящему любил Хюррем. Это можно было увидеть по его поступкам. А поступки были не слабы. Например, он подарил ей свободу, женился на ней, хотя султанам нельзя было это делать, так как жену могли использовать против него самого. Также враги могли ее унизить, при этом опозорив самого султана, что было страшным позором и уже имело место быть в истории османов. Об этом мы уже рассказывали, вы можете перейти по ссылочке выше или по ссылочке в описании к этому видео. Сулейман придумал новое звание именно для Хюррем, но мы можем заметить, что хасики звали и Махидевран, что нас сильно путает и сбивает с толку, так как хасики могла быть только Хюррем. Также мы видим, какие шикарные подарки дарил султан своей жене и позволял часто оставаться в своих покоях до утра. Также Хюррем не остановилась на одном сыне, как требовали того законы. Она не отправилась в Санджак, как другие наложницы, а осталась султаном. Также Хюррем была советником в политических делах и часто вела переписку с разными королевами. И самое романтичное – это стихи, которые Сулейман писал своей Хюррем. Любовь так любовь, но почему Сулейман все-таки изменял своей любимой женщине? Есть несколько предположений. Первое – это, конечно, менталитет, он был разный. Сулеймана воспитывали как правителя мира, и что гарем – это нормально, и так и должно быть. Он нигде не видел ревности в поведении наложниц, так как они боялись показать свои чувства. Для него эта ситуация была нормальной. Он не мог и представить, что наложницы могут и умеют ревновать и бороться за его сердце. Да, конечно, были пары в Османской империи, которым гарем был запрещен, и измены, из-за которых могли даже казнить. Чаще всего казни приходились на женщин. Мужчин сложнее было не то что застать, а доказать сам факт измены, так как в законах приоритет был на мужской стороне. Женщинам было сложно в то время, и они были практически без прав и защиты. Для султана все это было за пределами его жизни. У него другая судьба, и она наоборот располагала и даже обязывала иметь много женщин для продолжения рода, так как наследники – это была одна из самых важнейших задач для султана. Хюррем же жила и практически выросла в другой стране. Она воспитывалась как христианка, и верность была у нее на первом месте в семейных делах. Стоит заметить, что Хюррем попала в гарем в 16 лет. Этот возраст считался староватым для тех девочек, которые обычно поступали в гаремы. Им было 9-10 лет. Девочки прибывали к османам, так сказать, на вырост. Там они проходили школу и учились законам гаремной жизни и этикету. Девочки формировались уже как угодные рабыни для султана. Но Хюррем уже была сформированная по-своему, и ее строптивый характер давал о себе знать. Но вернемся к сериалу. Когда Хюррем постоянно твердила Сулейману про свою любовь, он не совсем понимал, что она имела в виду, так как понятия о любви у них были разные. Но со временем он понял свою хасики и старался не так уж сильно грешить, как и раньше, но, по крайней мере, не так открыто. Другая версия намного проще и очевиднее, чем первая. Наши зрители заметили, что султан Сулейман и вправду никогда не испытывал женской ревности, так как все наложницы не показывали своих чувств. Но ревность любимой женщины очень сильно поднимала самооценку и так веселила султана. Как мы знаем, веселья у султана было мало, и ему нравилось дразнить Хюррем и смотреть со стороны, как она борется за его сердце. Это, конечно, жестоко с его стороны, но Хюррем настолько ловко могла обыграть соперниц, что на это стоило посмотреть. Но если провести параллель и посмотреть по истории, почему Хюррем так здорово обыгрывала своих соперниц, то это можно объяснить тем, что, как ранее я уже упоминала, она попала в гарем поздно, в 16 лет, и бороться с 10-летними девочками ей было намного легче, чем на самом деле показали нам в сериале. Но я не отнимаю ее заслуги в хитрости и ловкости. Не каждая 16-летняя девочка сможет так быстро адаптироваться и начать действовать.
У Хюррем было мало времени, и она практически прошла сжатый курс в школе гарема. Поэтому девушка была вынуждена учиться дополнительно, что еще сильнее заинтересовало султана. Что можно тут сказать? Любовь любовью, но вот если эта самая любовь у людей разная, то конфликт гарантирован. Разные веры, разные нравы и разное представление, как должно быть на самом деле.